немножко про рисование на улице и фактически в любом месте. Где упал, там и рисуешь. Походная сумка со скетчбуком и моноколесо. И великолепное питерское утро в 6 утра на Московском проспекте. В Питере со страшной силой продолжается жара, спать невозможно практически. Я думаю, я выйду утром и запишу какой-нибудь видос. Как у меня обычно это все происходит. Как я иду где-то сажусь, на чем-то еду и делаю вот этот вот скетчинг. Может быть, это кому-то будет полезно, потому что, может, психика говорит, стоп, ты не делай публично этой истории, да вообще наплевать. Кто ходит, кто смотрит, вообще. Ты просто делаешь свою штуку. Сначала, может быть, заглянем в сумку, посмотрим, что там есть. И, сегодня у меня, смотрите, что это старый скетчбук, потому что мне нужно почекать что-то из старых проектов, посмотреть. Я как раз покажу заодно. Там у меня еще один вот такой походный. Когда нужно, я его кладу в карман от джинсов, в задний обычно. Но сейчас он у меня брошен вот здесь. Тут селфи-палка какая-то. От нее использую большей частью кликер. Вот кликер — это удобно. А палка такое себе. И для моноколеса такая полезная штука. Когда я хожу дэнсить, я привязываю вот эту вот штуку к цепям, которые охватывают расстрельные колонны, и спокойно иду, беру пупсиков, танцую с ними радостно. Это очень полезная вещь для меня. И еще один скетчбук, но вы его часто видите в крайних видосах. И вот еще распечатки домиков, которые немножко подзависли, но нужно их тоже почекать. Я посмотрю, растопырю в сегодняшнем видосе, покажу там, что есть. Посмотрите, это же идеально. Засядешь так на скамейку, тык-дык. Это классическая питерская обычная скамейка. Сидишь, вокруг тебя пейзаж, город просыпается, машины туда-сюда, жур-жур-жур. Люди первые просыпаются, немножко идут как зомби. И ты, и вон голуби, да, даже голуби радостно бодрятся. Скамейка, конечно, очень комфортна, но когда погода не очень хорошая, я иду в кафе. Когда погода очень хорошая, я там где-нибудь на улице, в центре Петербурга. И, обычно стараюсь сесть рядом с каким-нибудь симпатичным домиком. Это такой, нормальный домик. Вон даже русты есть, классно же. И сижу, и вот эта вот атмосфера, когда ты не зажат в 4 стенах, а когда у тебя много вокруг пространства, она заряжает думать больше, думать интенсивнее, думать большими масштабами. А если еще забраться куда-нибудь наверх над всеми, на крышу. На крышу, да. Хорошо сверху смотреть. И у мыслей нет потолка. Ты просто думаешь так, как ты не думаешь, сидя где-нибудь в офисе или в комнате. Не думаешь так, как думаешь, сидя над городом. Что-нибудь не по тебе, ты вот так быстро собрался, схватил колесо и ломанулся в какое-нибудь другое место, не менее симпатичное. Питер богат на них. И такой прям стартуешь куда-нибудь навстречу солнечным лучам, где атмосфера покомфортней, где тебе ждет кофе. Да, в принципе, я двигаюсь в сторону кофейника. Вот, примерно туда. И навстречу утреннему солнцу. Балдеж. И вот пример моих любимых мест для заседания. Вот такие вот скамейки. Садишься, скетчишь. Минут 10-15 меняешь, потом локацию и довольно едешь дальше. Вот такие вот штучки подходят для заседания моментального. И где еду, где тыдын, веду мою радость. Она прям как трость. Дико кайфовое ощущение просто вести его так. Очень интересно. А потом так. Тык-дык. 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 А если видишь парк какой-то симпатичный, то 100% нужно туда. Да вот или хотя бы рядом с клумбами присесть. Тоже супер.
особенно утром. Но я, наверное, больше хочу сейчас сначала в сад, вон туда, а потом любимая ночная кафешка. Там продают кофе, молодцы. Ну, посмотрите, огонь же, шикарно же. Осталось только скамейку какую-нибудь найти. Когда едешь, ищешь, иногда такие странные штуки встречаешь. Я вот такой обалденной галереи вообще не знал, что она здесь есть. Вы посмотрите, это же просто восторг. Разве узнал бы я ее, если бы не катался на колесе? Обалдеть, я в шоке. Ну и сам домик, конечно, великолепный. Там прям сквозит что-то венецианское. Там сталинский ампир превосходнейший, великолепнейший. И тут такая галерея. Ну чем не место превосходное? Правда, тут ночные забулдыги немножко погуляли. Ну так и в общем. ББМ, колесо бросаешь, сумку бросаешь, сам садишься, ну и вот и все, ты готов, да, ты готов. Смотрите, как чудесно. Шикарно же, это же намного лучше, чем в 4 стенах, намного же лучше, ну согласитесь. Ну и когда такие моменты восторга, они наполняют башку полетом, но от этого же, от башки же все зависит. Результат. Нужно, чтобы она была в хорошем состоянии, чтобы ей было комфортно, классно. Тогда думать будет мозг по-другому. Интенсивнее, круче, лучше. Ну так и что? Ну так беру и, собственно, растопыриваю и достаю. Вот такой процесс. Вот я фактически уже готов работать. Это мой старый скетчбук Canson, он очень крутой. И, скорее всего, следующий я буду брать такой же. У него была черная твердая обложка. Но вот она отлетела, но сам он превосходный. И что мне нужно сейчас поделать, это нужно посмотреть на формообразование вот этого домика Атриума, который я проектировал прошлый год. Вот это не нужно мне смотреть, мне нужно вот на это посмотреть. И что такое рабочий режим скетчинга? Вот видите, вот она на кармане. Тык-дык. И все, ты готов. Все, ты можешь делать свой процесс, да. Ну и вроде со стороны это выглядит, ну вот так, расслабленно, симпатично. Про этот скетч любопытная история, потому что я его рисовал в Праге ночью в каком-то хостеле. Не помню, как называется, но у него крутой вид был на саму Прагу. Там можно было выйти, и, ну, была очень плохая погода, но можно было выйти, мерзнуть, пить кофе и балдеть, смотреть на Прагу. И я думал про одноэтажный домик, который может быть как итальянский атриум с внутренним двориком. Вот тут, это все церковная история. Тут должен был быть, наверное, ну, ангел, может быть ангел. Здесь должен был быть фонтан. Небольшой садик. Это, скорее всего, была бы история с каре. Не полностью атриум, а такой тык, такой вот. Тын-тын-тын. Тын-тын-тын-тын-тын. Такой примерно. И, возможно, снаружи тоже была бы галерея. Вот это рождалась интересная структура. У меня сейчас некоторые идеи бьются вот с этой проектной штукой, и я хотел мыслью вернуться сюда, потрогать бумагу, ощутить весь тот экспириенс. Но это странно, это странно. Я почему еще так чудовищно загоняюсь по бумаге, а не по таким этим электронным инструментам? Потому что я вот эту вот штуку открываю, и ко мне приходит облако воспоминаний, таких, которые не только мысленные, но плюс еще тактильные и визуальные, и комплексные. Я не знаю, как это объяснить, но, понимаете, воспоминания о моменте, о процессе намного больше от материальной штуки. От листания там фотографий или презентух, или еще чего-нибудь на iPad там, или на ноутбуке я не получаю столько комплексного впечатления, как будто бы вернулся назад. А вот от этой штуки получаю. Там люди с сапочками гуляют. А тут вот эта вот структура, она
как-то вот такие все первые неумелые шаги все в эту историю. Сейчас хотя бы отточил понимание и знаний нарастил. А это все прошлого года история. И она только очень условно берет понимание объемно-пространственной композиции. В общем, вот это должна быть не такая полная структура, а половинчатая. И вот она, хотя, может быть, могла бы быть и полная. Вот здесь нарисовано в разрезе. Примерные размеры. Там высота 3 метра, крыша, по-моему, у меня приходила в 1,5. Почему-то я сделал их с разным уклоном. Но это странно, это неправильно. Это неправильно, это более правильно. Вот такие вот формы. Прекрасное место для того, чтобы присесть. Идеально же. Просто есть поверхность, ты садишься, кидаешь кости, кладешь скетчбук и делаешь свои упражнения. Это из каких-то моих графических упражнений, которые я делал в Римини. Да, это Римини, 2019 год. Садишься вот так и начинаешь штудировать, рисовать то, что у тебя недорисовано. Не выделяешь на это отдельного времени. Зачем? Этого не надо. Ты просто берешь и делаешь сразу. Не думаешь, не сомневаешься, не решаешься, ничего не делаешь. Просто начинаешь, стартуешь и делаешь. И браво. И кто там на тебя смотрит, что о тебе думает, да вообще наплевать. Наплевать. Сидишь, занимаешься своей работой. Круто. Рядом с тобой такие старинные, балдежные вещи. Как тогда? Давно делали круто. Штуки посмотришь, рядом с ними, на них, прям на них посидишь и свою ерунду маленькую начинаешь делать качественней. Стараешься больше. Думаешь, почему ты такой ленивый? Почему ты такой ленивый? Нужно сильнее работать. Нужно сделать еще много подходов. А иначе просто прям недостойно. Что-то недостойно вообще. Подустал, запарился, что? Бум. Собрал все свое, что сделать быстро, и двинул в какое-нибудь другое место. Хочешь кофе? Вот я сейчас хочу кофе. В кофейник, почему нет? И, соответственно, ручку на карман прицепил. Эту штуку можно даже и не складывать, пускай в открытом виде будет. Потому что скетчбук очень крепкий, очень крутой, позволяет это делать. И листы очень прочные. В общем, я даже, как видите, вообще просто неделикатно ко всему этому отношусь. Запихал куда-то так, бэм-бэм-бэм, все нормально. Вот это мой стиль. Никакого аккуратизма. А он все это терпит, ему все это хорошо. Браво, Кансон, браво. Блин, как все-таки тут круто. И двинул дальше по шикарному утреннему Петербургу. В поисках кофе, конечно, утреннего кофе. Как Питер хорош, а? Да. А сейчас вот сюда. Тут можно прям в садике сидеть, кофе пить. Балдежное место. И вот такое балдежное утро. Колесо, маленький садик. У меня шоколадный торт, потому что мозгу нужен шоколад, немножко кофе заварное, классное. И мой скетчбук. Тык-дык. Восторг же набор, да? Собственно, вот так сажусь, вот так достаю, вот так практикую ненапряжно. Думаю о хорошем. Бариста в этом заведении прям супер-супер. Как не придешь, она все время улыбается, классная. Просто прям огонь. А я радуюсь. И кофе хороший, да. И по ходу покажу, что у меня из рисовальных инструментов. Но реально тут используется не все. Что из этого используется? Конечно, в первую очередь вот этот линер. Я про него уже рассказывал. И про его особенности. Он вот такой. Немножко
широкий, немножко тонкий. И в этом его превосходные особенности. Что еще есть? Есть вот такие линеры стабила. Они примерно вот такие вот оттенки могут давать. Ну, нужно цвет подобрать, но я это использую. Сначала рисую светлым, потом темным исправляю. А вот эти, вот это, не знаю, ерунда какая-то. Вот это вот хороший линер. Прям хороший. Тоже часто его использую. Хороший штрих дает. Это Winsor & Newton Fine Liner, по-моему, называется. Это скетч-маркеры вот с таким углом. Только здесь я рисовать не буду, потому что они могут пробивать лист насквозь. Мне это не очень нравится. Но вот такие очень редко, но тоже иногда использую линеры. В общем, вот весь набор. И тут, как ни странно, нет перьевой ручки и нет параллель пена. Почему? Потому что я хочу купить себе лами срочно, потому что свою лами я подарил. Но до сих пор себе еще ничего не купил. Потому что просто не дойти до магазина. Я думаю, я пойду или в Art Quartal, или в Get Pen. Это вот такие вот, ну, хорошие, по мне, хорошие магазы. Ну и по сути, вот есть такая целая охапка. Вот она. Но вот практичнее она заменяется одной вот этой штукой. Или одной перьевой ручкой. Или можно миксировать из вот такого набора. Чтобы нагляднее была ситуация понятна, вот эту штуку я вот здесь оставляю, а вот это я радостно в сумку убираю. Вот такая правда жизни. Ну вот тут-то, думаю, все понятно. Сиди, работай, радуйся. Кайф. Утро, Питер, восторг, погода, огонь. Круто. Вот такой workflow. Безумно прекрасная романтика питерского утра. Немножко кофе, немного шоколада. Много-много проектирования. И огромная радость от того, что я могу жить и работать в этом прекрасном городе. Блин, как я это все люблю. Ну правда же. Или вот так засядешь, сейчас покажу где. Это симпатично. Думаешь, например, про арки, про арочные структуры, тык-дык, и смотришь на превосходные арочные структуры. Как тут архитектор придумал галерею, но закрытую. То есть там есть вход, тут открытое пространство, тут тройная структура. Интересно, это изначально было или потом достроено? Сидишь, думаешь, как другие большие чумбрики думали. И сам стараешься, молодец, да, давай, фигач. Потому что чтобы нет, когда такой антураж и такая погода. Браво. И снова по Питеру едешь и вдохновляешься. Просто прям постоянно. И пупсики ходят утренние. Браво. Ну посмотрите, как это превосходно. Невероятно. Весь город перед тобой. Куда ты пойдешь? Где ты засядешь? Я думаю, куда-нибудь на реке. И у моего моноколеса только одно деление съелось. Я его сегодня заряжал, кстати, да. В деталях великолепен. Смотрите, насколько большая, огромная лапорта. Тык-дык. Тык-дым. О, я понял. Это же все про конный спорт. Я этими, как называют, забыл. Ну ладно, потом вспомню. Это как моя лошадь. Еду и смотрю, и может вот там затусить, может вот тут, туда заехать в тенечек и там немножко подумать. Ну, какой-нибудь фрагмент работы осмыслить. Или просто восторженно Питером насладиться. Итак, немного сныкался от Питера, от интенсивного движения. Ну и согласитесь, это же прям органично выглядит. Если немножко запарился сидеть, ты же можешь и постоять. Какой вид. Ты здесь думаешь про свой проект или делаешь там какой-нибудь, ну, другую симпатичную историю. Это же совершенно по-другому ты думаешь. Ну, совершенно же по-другому. Абсолютно же.
Вот, ты практически посередине реки. Такой балдеж, а? Такой балдеж. Ну чё, ты как бы достаешь, растопыриваешь, тык-дык, и фигачишь, да? Что у тебя там, какие мысли, какие идеи, что тебе нужно делать. Практикуешь. И так как Питер у нас история с ветром, ну, такая тяжеленькая штучка, увесистая штучка, в принципе, есть шансы, что ее не сдует в речку. Вот она лежит здесь, и она, ну, такая ощутимо материальная. Ну, конечно, питерские ветра все могут сбить, но нужно, в общем, знать, как класть. Линер может улететь, это вряд ли может улететь. В этом кайф такой материальной основательности, да. И когда такой великолепный контекст окружает тебя, сам Санкт-Петербург, ну, согласитесь, в этом же жить и творить, это же просто прям счастье какое-то абсолютное, невообразимое, невыносимое. Я каждый день думаю, какой же это кайф. Питер, люблю Питер, обожаю. Рассветы, и закаты, и дни, и ночи, вечера, утро, огонь. Превосходная, великолепная, абсолютно прекрасная архитектура. Но хотя обычно я больше заседаю на вот таких структурах. Там, где к воде спускается набережная. Такие места я очень люблю. Поэтому снова схватил колесо и дальше двигать. По такой каменной структуре очень хорошо ходить пешком. Но на колесе я еще не очень научился лавировать между вот этими щелями, между каменных плит. Поэтому стараюсь быть максимально внимательным. Ну вот, такие штуки. Пожалуй, наверное, туда. Да, туда. Или сюда. Нет, наверное, туда. Также на мосту можно постоять, опереться. Вон, смотрите, какой потрясающий стол для проектирования. Это же гранит, натуральный гранит. И размер невероятный. Положил свои штучки, стоишь, думаешь, кофе можно поставить и порисовать, попроектить. Просто повернулся в другую сторону и смотрите. Сейчас покажу. Сел колесо, перевел деликатно. И вот такая штука. Куда ты хочешь сесть? Да. Сюда, сюда. Или вот сюда. Или вот сюда. Или вот сюда. Куда угодно. Везде сплошная красота. Например, подумал, вот сюда, окей, что делать дальше? Тык-дык. Вот так. Вот так. Вот так. Если даже просто лень снимать сумку, там, как-то вот эту вот историю растопыривать, достал из кармана мелкий скетчбук, вот у тебя всегда линер с собой, ну, на кармане, колесо бросил, присел, все клево, удобно. И опять же перед глазами очень симпатичные вещи. Старинная архитектура, классичная, благородная, крутая. И расположился такой с комфортом. И сидишь свои, например, упражнения по перспективе практикуешь. Там. Пока не устал. Если устал, ну, просто сменил локацию. Окей, немножко прошелся, голова проветрилась, и снова готов работать, думать. Снова в материале по уши. Снова схлопнул свою вот эту балду и тык-дык вперед навстречу приключениям. Да и вообще, если едешь по Питеру, тык-дык, фонтаны. Ну-ка, скорей туда. Скорей. И браво. Такая шикарность. Но тут рядом скамейки немножко оккупировали. Вон люди уже или еще спят, или кто-то отдыхает. Но, наверное, я
фонтаном пойду в какое-нибудь другое место. Да даже просто, если в моменте мысль настигла, села рядом с таким заборчиком на такой приступочек и сидишь. Вид туда прекрасный, туда еще лучше, зелень пробивается, погода великолепная. Ну, что, как можно это сравнить с работой в офисе? Вот вообще как? Вот просто как? И это прям бесконечный заборчик, бесконечный. 100-500 архитекторов могут уместиться тут из скетчера. Я еду, а он все не кончается и не кончается. Тык-дык. Я ускоряюсь, а он все не кончается. Это же Питер, блин. Ну вот. Закончился. Превосходный. И сидеть можно. Как раз очень удобно. Очень удобно. Если, конечно, зритель не стесняетесь. Таких, кстати, тоже неплохо, если не капризничать. На таких уже некомфортно. И круглый, и вообще не для человека, не для того, чтобы он сел. Сделано это, оно. И вот там вот очень клевые места. Иногда туда захожу, и иногда еще можно сесть вот на эти огромные каменные скамейки. Классные. И, собственно, смысл все тот же. Заходишь в супер красивое место, а у тебя, как обычно, есть что растопырить. Есть на чем постоять, подумать. И вот такими фрагментами фигачишь этот прекрасный мир изо всех сил. А Питер тебе в этом помогает. Ну и, блин, как после такого не любить скетчинг в том виде, в котором я его обожаю? Ну как? Никак. Смотрите, какие интересные структуры. Они рубят лед, да. Откуда он идет? Интересно, я не понимаю, с какой стороны. Надо будет уточнить. И вот по таким набережным тын-тын меня немножко потряхивает на этих плитах. Прокатишься, ну или пройдешься, чтобы нет. И куда-нибудь вон на тот спуск можно затусить и сесть и загорать. Ну или в парке загорать, или вообще где удобно. Ну и, соответственно, делать свою скетчевую или проектную историю. Какие плиты? Тут я уже не выруливаю. Иногда можно просто, я когда до Невы доберусь, я оттуда тоже, наверное, сделаю видос, потому что я больше, на самом деле, люблю на Неве заседать. Вот так сядешь там, ноги практически в землю, и сидишь, балдеешь, смотришь, думаешь. А меня немножко трясет на брусчатке. Это вот... Такого, говорят, не бывает на колесах с подвеской. Да, у меня простая модель, поэтому меня на плитах потряхивает. Какой же это кайф, утренний Питер. Это невозможно. Наверное, примерно такой же, как и вечерний Питер. Или ночной, или дневной, или белоночной. Спусков на воду у нас прям немало. И вот увидел очередную симпатичную скамейку. В симпатичном месте не тупишь, упал, растопырил все, что тебе нужно, и фигачишь. Собственно, вот так у меня это все и происходит. Для того, чтобы мой мозг не был ограничен стенами, потому что Питер огромный, невероятный, прекрасный. Как и другие города же, что же. Поэтому, я думаю, лучше где-то в нем быть и менять локацию, одну, другую, третью. От этого и отдыхаешь, и к тебе в голову приходит то, что вот думали те, кто строили этот город. Если там профессия проектирования. Ты меняешь уровень нормы. Твой уровень нормы не зациклен вот в этих там 4 стенах, в которых ты сидишь. А он как будто бы сравнивается с тем, что делали древние. А это нифига себе вызов. Это просто прям нифига себе вызов. Вот. Что нужно для этого? Вот это не обязательно.
сумка, ну да, просто скетчбук и то, чем ты, например, пишешь в данный момент, все. И ты сам. В общем, меня зовут Эдуард Кичигин. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А уроки по моей графике, так как я рисую, моя итальянская школа скетчинга, ссылка на Boosty внизу в описании к видео и в шапке профиля. Подписывайтесь, и там за крошечные деньги, там тариф 400 рублей, по-моему, в месяц, будете понимать, как делается вот эта вот штука. Всем чао-чао, пока, хорошего дня.